моложе, Марк. Мир меняется. Музыка меняется. Даже наркотики меняются. Нельзя же сидеть целыми днями дома и мечтать о героине и Зигги Попе. Игги Поп. Без разницы. Все равно он уже умер. Игги Поп не умер. В прошлом году Томми ходил на его концерт. Ты должен найти для себя что-то новое. Она была права. Я должен был найти что-то новое. Ну что, друзья, всем привет! Пришло время рассказать, что вообще тут происходит. Сзади меня стоит машина поминутной аренды, и я хочу сказать, что я эту идею вынашивал уже где-то полгода. Не всем о ней рассказывал, а точнее вообще только некоторым людям. Получилось немного такое пафосное, возможно, начало, но я сразу хотел бы сказать всем, кто сейчас начал смотреть это видео, огромное спасибо, потому что это прям моя некоторая такая мечта была сделать что-то большее на этом канале, а не просто такие влоги без сценария, без ничего. Ну, в принципе, начало положено, и предлагаю перейти к самой сути. Позади меня стоит машина поминутной аренды. Ее название Volkswagen Transporter, в простонародье, так сказать, это Т-чик. То есть это Т3, Т4, это, по-моему, Т6 уже. Вот, но он такой свеженький, даже скажу, там 20 тысяч километров пробег, то есть он только обкатку прошел. Собственно, московский каршеринг, Яндекс.Драйв. Мы его взяли и выехали в Московскую область, в лес, и хотим показать, как из обычного каршеринга можно сделать настоящий дом на колесах. Почему? Потому что эту платформу чаще всего используют в постройке домов на колесах. Я сейчас прикреплю вот тут вот где-то небольшие кадры ребят, которые уже сделали из примерно таких же машин свои дома на колесах. Но у нас история немного о другом. На самом деле у меня сейчас нету такой суммы денег, чтобы взять, купить себе такую машину и начать делать из нее дом на колесах и путешествовать. И поэтому я придумал, моя голова такое придумала, чтобы взять, арендовать каршеринг на сутки, взять необходимые вещи, которые сделают некоторый такой уют дома на колесах, и стать в лесу и переночевать, попробовать на себе, надеть эту шкуру венлайфера и понять, нужно оно мне это или нет. Я уверен, что это точно мне нужно, поэтому, собственно, мы это все делаем. Ну и поэтому предлагаю погрузиться вместе со мной в эту атмосферу. Еще раз огромное спасибо, что смотрите. Ну и погнали! Друзья, вот мы и закупились всем необходимым, и я сейчас готов показать вам, что у нас получилось. Вот, собственно, все вещи, которые мы возьмем с собой. Предлагаю начать обзорчик с этого края, с этого мишки прекрасного. Это наш любимый Гриз, наша любимая игрушка, которая обязательно должна быть с нами. Потом это коврик, который будет использоваться в виде подстилки возле кровати, но это все покажем более наглядно чуть позже. Дальше это вот такие вот пластиночки к вот этому проигрывателю. Это непосредственно Radiohead. Это у нас Джон Леннон, Бонни и Клайд, купленная в Париже, и Black Keys. И вот сам проигрыватель, он получается автономный на аккумуляторе, и можно его прям без розетки включать и слушать очень лампово музыку. Дальше у нас идет карта стран, которые мы посетили. Я думаю, у многих есть такая. Магнитики, чтобы прицепить ее. Дальше перемещаемся к этому краю. Тут у нас получается свечка, которая издает звуки костра. Наши любимые металлические чашечки, купленные в Финляндии. У нас все получается из разных стран. Это, кстати, с мумитроллями. Это пакеты для мусора, чтобы убирать за собой. Это вы знаете что. И перчаточки, я думаю, точно пригодятся, чтобы не вымазаться. Тут у нас карта из Америки. Она символизирует нашу встречу с Аленой, потому что именно с того времени мы и познакомились.
укулеле, коврик для йоги. Это вот такие вот фонарики, чтобы создать некий уют в нашем доме на колесах. И тут у нас насос и матрас, купленный вчера в Декатлоне, но есть идея сдать его, чтобы сэкономить немного денег в нашей поездке. И я думаю, мы тоже это покажем, удалось ли у нас это сдать или нет. Тут у нас зона кухни. Это оливковое масло, соль, кастрюлька, чугунная сковородка. Тут продукты, тут овощи с арбузом, угли, водичка. И предлагаю еще переместиться в эту часть. Мы решили взять наши домашние подушки и одеяло с простынкой, потому что мы хотим создать некий уют, потому что в первую очередь для нас дом на колесах это что-то такое домашнее и должно символизировать дом, вот, поэтому я думаю, это будет очень органично смотреться на природе. Ну и по поводу вещей, это, наверное, все. Уже в своем кемпе более детально покажем, когда будем это все устанавливать, украшать и показывать вам. Вот. А сейчас предлагаю уже переноситься дальше, и мы вам покажем, как мы бронируем сам вэн, как это все происходит. Возможно, кто-то вообще первый раз сталкивается с каршерингом, поэтому предлагаю переместиться именно в этот момент. Погнали! Ну что, мы вот наконец-то спустили все наши вещи. Вот они уже возле подъезда. Вот, кстати, Алена. А то я говорю, что мы, а еще не представлял даже Алену. Я заранее уже подогнал нашу машину. Вот стоит она. Сейчас покажу, как это все было. Для начала нам придется взять именно вот такую легковую Шкоду Октавия, потому что, чтобы доехать до грузовой, необходимо время, потому что их не так много, как вот таких вот легковых. Она вот у меня стоит на ожидании, и, собственно, тут есть неплохая функция, как взять вторую машину. Если мы на нее клацнем, то мы можем выбрать другие машины, которые рядышком с нами. Вот как раз есть Volkswagen Transporter, который нам и необходим. Он находится недалеко от МКАД, куда мы и едем. Мы на него нажимаем. Мы его берем, настраиваем тариф на 1 день. На 1 день, на 0 километров. Километр будет считаться каждый километр за 8,3 рубля. И нажимаем «Забронировать». Отлично, вот наша первая машина. И будем ехать к вот этой машине. Давайте тогда грузить вещи. Чуть не забыли. Вот мы уже почти на месте. Через буквально 90 метров увидим машинку. Где-то она должна быть припаркована. А, вон она стоит. Вот наша машина. Но непонятно, как тут... Ой, царапанная вся, но ничего страшного. Так, сейчас достанем вещи и сдадим эту машину и будем уже грузить вот ту. Так, собственно, вот эту машину мы только что сдали. И сейчас у нас уже идет аренда вот этой машины. Я нажимаю перейти к осмотру. И она у нас открылась. У меня есть 5 минут, чтобы осмотреть. Когда мы подъезжали, я уже увидел вот тут вот царапину, поэтому мы нажимаем «Сфотографировать» и фотографируем ее. Есть. Вот еще кто-то хорошо покатался. Вот еще. И вот тут сзади не все хорошо. Это, конечно, основные такие минусы каршеринга, что машины тут поцарапанные. Ну, в принципе, в основном все остальное целое. Крыша целая. Вот это еще можно сфотографировать. Так, ну а все остальное нас устраивает, поэтому мы можем нажимать «Все, поехали». Так.
Все, у нас есть 23 часа 32 минуты, чтобы пожить в этом доме на колесах. Ну вот, собственно, вот так вот это все выглядит внутри машины. Я впервые за Volkswagen сижу. Тут такой же навигатор, как только что в Octavia был. И мы уже, в принципе, готовы ехать. Пользуемся приложением Park4Night. Находим нашу точку. Вот мы находимся, вот наша точка. И, в принципе, предлагаю выдвигаться сюда. И вот мы уже на месте. Мы уже припарковали нашу машину. Вот она стоит. Вон Алена на заднем плане обнимается с деревьями. Тут довольно-таки неплохое пространство, чтобы поставить машину. Тут есть и бревно. Там я даже нашел небольшой мангал. Мы, конечно, стали не совсем там, где хотели, потому что к тому месту надо было ехать аж в тот лес, а там все перекопано оказалось. И нам пришлось стать немного рядом с дорогой, но я думаю, это ничего страшного. Сейчас мы уже скоро будем начинать все тут устраивать по-венлайферски. Но для начала я хотел бы рассказать, как мы вообще искали это место. Изначально я хотел на своей машине поездить по Московской области и поискать какое-то место для ночлега, но так получилось, что моя машина сейчас не со мной. И тут нас выручило приложение Park4Night. Это такое приложение с вот такой вот синей иконкой внизу. Туда все путешественники могут обозначать места, в которых они где-либо стояли. В лесу, в пустыне, либо на каком-то побережье. Они оставляют координаты, и другие люди могут тоже съездить и отдохнуть. Ребята с ником Ace of Vans 666 сделали эту отметку. Я, кстати, их знаю в Инстаграме, на Ютубе. Вот, снимают тоже клевые ролики. Ну, а сейчас я предлагаю приступать к распаковке всего вот этого вот чуда и начинать делать наш дом на колесах и погружать вас в атмосферу вот этого вот прекрасного леса, который позади меня. Into the foe. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance. So back on up before I have to pull the strap out the cut. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble, cause ain't nothing but a G thing, baby. Too low down G, so we crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'm a lad, I'm understanding. Ну что, у нас вроде бы все готово, мы уже все сделали, это выглядит просто бомбически, и уже не терпится показать вам то, что получилось, потому что, если честно, сейчас смотрю на это превосходит вообще все ожидания, поэтому погнали смотреть. Так, мы уже с Аленой начинаем готовить потихоньку кушать. У нас тут есть овощи в виде перца, батата, свеколки, грибочков. Это лук с яйцами на утро. Хотим шакшуку сделать с вот такими вот томатами очищенными. Дальше у нас тут есть хумус, сыр наш любимый для жарки, такой халумис называется. Ну, зефирки с крекерами, это вы знаете, что с ними делать. И лавашек с картошкой. Сейчас будем, собственно, на вот этом костре это все делать. Ну, еще раз покажу, как это все клево выглядит. По-моему, мы заразились, и мы хотим себе купить машину, потому что, ну, посмотрите на это. Разве это не прекрасно?
Вот мы уже нанизали грибы с перцем. И потихонечку жарим на таком произвольном мангале. Сейчас будем скоро кушать. Ну что, у нас уже все приготовилось. Вот там вот звуки самолета, но я его вам не покажу. Сейчас вам покажу мини нашу кухню, что у нас получилось. Но мне очень нравится. Вот я сижу в нашем вене, получается, и у нас тут вот проигрыватель. Вон картина со свечкой, которую раньше показывал. И вот у нас такой импровизированный столик в виде коробки американской. Вот. Алена уже намазывает хумус на лаваш. И у нас тут вот такая вот целая сковородка еды. Сейчас постараюсь поближе показать. Вот она. Тут, получается, мы приготовили свеклу, картошку, грибы, лук, перец и вот тот вот сыр. Вот сейчас вот это все будем намазывать на лаваш, да, Ален? Тебе как, нравится? Только не хватает, конечно, еще фонариков в той стороне, потому что мы вот так вот на дверь их повесили. Но я думаю, в будущем будем знать об этом и возьмем с собой побольше фонариков. Вот. Ну а мы сейчас будем кушать. Приятного нам аппетита. Да? Да. А то мы вообще проголодались сегодня очень сильно. Вот. Ну что, Алена уже сзади чуть-чуть спит. Мы прекрасно покушали маршмеллоу, покушали овощи. Вот у нас переместились вот сюда фонарики. Мне кажется, очень красиво. Вон медведь проснулся. Вот. И тебе нравится, Алена? Нравится тут? Очень уютно, потому что вот Алена еще карту очень красиво повесила. И вы только попробуйте сказать, что тут неуютно. Тут очень уютно. Мы уже будем ложиться спать. Завтра утром уже проснемся и скажем вам доброе утро. Вот. А мы пошли спать. Доброе утро. Всем еще раз доброе утро. Мы с Аленой проснулись. Сейчас чуть-чуть погрелись возле костра. Разожгли, потому что ночью было довольно-таки холодно. Потому что машина металлическая внутри, и мы без спальников. У нас только было одеяло. Вот. И довольно-таки холодно было. Я даже утром проснулся от того, что просто очень сильно замерз. Сейчас планируем готовить потихоньку завтрак. Мы на завтрак хотим сделать шакшуку. Если кто не знает, это такая яичница с томатами, перцем, ну и на самом деле всем остальным, что у нас вчера с вечера осталось, потому что мы довольно-таки много приготовили. Вот, сейчас будем потихоньку это все делать и показывать вам. Смотрите, какая прекрасная у нас шакшука получилась. Сейчас будем есть эко-столовыми приборами. Вот так вот его будем все кушать.
Еще вот мы пока тут кушаем, я решил записать немного мыслей по поводу сегодняшней ночи. Было, конечно, довольно-таки холодно, но мы с Аленой друг об друга грелись. Вот если бы спальники взяли бы, не забыли бы, если бы немного было бы больше другого стафа, так сказать, туристического, который мы поняли, что в ближайшем времени купим. Это как фонарик, посуда и все остальные принадлежности, которые просто необходимы в вот таких вот вылазках. Но несмотря на это, я когда ночью просыпался, у нас опять самолеты летят. Сейчас самолет пролетит. Так вот, я ночью просыпался, смотрел и понимал, что довольно-таки уютно спать, когда у нас карта еще горела, как ночничок, и все так аккуратненько стоит. И очень-очень уютно, действительно чувство, как в доме на колесах, поэтому мы даже вот сейчас с Аленой обсуждаем, что на самом деле это не так дорого выходит, чтобы даже не для видео, а просто взять вот такую вот грузовую машину и выехать в лес, даже можно с друзьями вот отдохнуть, посидеть у костра, поразговаривать. Это очень-очень прикольно получается. Тут мне еще такая пришла мысль, что мы с Аленой вообще много где на машине путешествовали, начиная с США, по Европе, даже это все снимали, и есть это на канале, кому интересно. И с того времени, как мы начали вот так путешествовать, я начал подписываться на всякие аккаунты, YouTube-каналы, и смотреть это все, вдохновляться, каждый день думать об этом. У меня даже в Инстаграме сохраненные есть, которые называются Van Dream, ну типа как One Dream, типа как One Dream, типа как одна мечта, типа того, но со словом Van. Ну, прикольно, да? И я туда сохраняю все вообще проекты, которые мне очень нравятся. И, если честно, там уже, наверное, больше сотни разных фоток. И, блин, когда придет время строить дом на колесах, то не будет проблемы где-то найти информацию, как это должно выглядеть или еще что-то. И к чему я это все веду? То, что в один момент я наткнулся в рекомендациях YouTube, наверное, после того, как я кучу роликов смотрел разных ребят, наткнулся на такой канал, как Артем Камерамен, и он делает свой дом на колесах из такой машины, как Toyota Town Ace, вот, и он довольно-таки маленький, этот дом на колесах, и в нем мало места, но он такой уютный и такой милый, что я сразу же обратил на него свое внимание, посмотрел выпуск про обзор этого дома на колесах, ну и потом, как это бывает, начал смотреть весь канал и наткнулся там про такие документальные выпуски про такого парня, как Бродяга Бус. Это парень, который живет на южных берегах России в своем Volkswagen транспортер 3-го поколения, этот, напомню, 6-го, и зарабатывает тем, что трудится у других людей, которые там имеют какие-то свои отели, либо какие-то производства. Я как только посмотрел эти 3 документальных выпуска, он мне сразу запал в душу, я подписался на его канал, Инстаграм, мне очень понравилась его вообще жизненная позиция, то, чем он занимается, как он думает. Вот. И самое интересное, я нашел на его сайте песни, которые он сам пишет, и они о том, о чем я тоже думаю, и мне это сразу стало как-то близко. И на тот момент я уже загорелся съемкой этого выпуска, и я понял, что мы с Аленой обязаны сыграть одну из его песен, потому что Алена играет на укулеле, я не пою, поэтому это обозначало только одно, то, что мы должны спеть его песню и поддержать таким образом его творчество. Предлагаю возле этого теплого костра записать его песню в горы, его творческий псевдоним Ассортист, вот, а на канале его зовут Бродяга Бус. Если вы не против, составите нам такую компанию, и мы споем для вас и для него эту песню. Сегодня я один, сегодня я свободен, как всегда непобедим. Просыпаясь на восходе, кеды крепче затяну, друга посажу на плечи, ветер схватит поутру. Горы к вам иду навстречу я. О-о-о-о, к вам иду навстречу я, не жалею, но к вам иду навстречу. К вам иду навстречу я. Сегодня покидая берега, оставляя города, не спеши.
что, вот и подходит к концу наша аренда. У нас осталось 2 часа 46 минут до сдачи. Мы сейчас соберемся где-то за полчасика и будем уже выдвигаться домой. Хочу еще раз поблагодарить вообще эти все современные технологии, что нам удается брать вот так вот машины, просто как велосипеды, сдавать их где угодно, ночевать в них. И вообще это, по-моему, невероятно. Вот, например, в других городах вообще нету каршеринга, и для меня это, конечно, очень инновационно, что такое существует, и что такое можно пробовать, и это меня вдохновляет, в том числе даже вот эти вот все поминутные аренды и другие сервисы, которые сейчас процветают. И я хочу пожелать вообще каждому стремиться к чему-то большему, вот, пробовать в разных сферах себя, пробовать делать то, что вам нравится. Ну и поэтому хочу сказать всем огромное спасибо, то, что посмотрели этот ролик. Она была права. Я должен был найти что-то новое.